Привет! Когда ты в последний раз был на экскурсии? Скорее всего, давно, и экскурсия эта оставила не самые приятные впечатления. Чаще всего это что-то очень скучное и занудное. Да и на самом деле на ютубе тоже под просмотр мест, которые стоит посетить в Минске, можно уснуть. Но сегодня я постараюсь, понятно для всех, сделать топ тех мест, которые стоит посетить каждому, как и жителю столицы, так и приезжему. И не бойтесь, тут особо не придется напрягать свой мозг, и уж тем более никаких мест по типу собора во имя святых апостолов первоверховных Петра и Павла тут не будет. Ну а перед началом я вас обязательно попрошу поставить лайк под видео и подписаться на мой канал, это 2 секунды времени, можете в любой момент отписаться, ну, в общем-то, да. В первую очередь, каждый человек хочет вкусно и культурно покушать. В Минске я вам предложу несколько мест, чтобы поесть для разных бюджетов, начиная с шаурмы, что довольно вкусно, но не совсем культурно, заканчивая, в принципе, уже чем-то наподобие ресторанов. Шаурма. Если вы прям гурман и хотите чего-то необычного, то отправляйтесь, конечно, на Монетку, знаменитый Мираж Донер там, и в принципе вы там найдете шаурму на любой вкус, килограммовые шаурмы и всякую такую фигню. А если вы обычный человек и не хотите запариваться, то сетевуха Папа Донер на многих станциях метро есть. Самая дешевая шаурма начинается от 5,50. В принципе, вкусно, качественно и относительно недорого. Ну, вообще недорого, точнее. 5,29 шаурма, точнее для обычных смертных 5,50, но там бонусная программа и кэшбэк большой для тех, кто часто заказывает. Замечательно. А более конструктивный, развернутый топ мест, где стоит поесть шаурмы в Минске, вы можете найти в телеграм-канале моего журнала по Минску. Да, я решил масштабироваться и не просто уже YouTube-канал вести, а целый журнал. Не знаю, вытянули, но подписывайтесь, там будет много всего интересного на самом деле. И места в Минске, которые стоит посетить, и новости какие-то. В принципе, большие планы. Следующие два заведения тоже без лишнего пафоса. Это заведения формата бистро, а конкретно Лидо и Пит-стоп от сети розничных магазинов в Беларуси Короны. Начнем с Лидо. Тут 3 ресторана есть. Один возле Комаровки, тоже недалеко от Монетки. Второй на проспекте Независимости возле ЦУМа. А третий на Немиге. Ну, тоже, в принципе, в центре города. Но лично мне больше всего нравится ресторан Лидо на Немиге. Там как-то поуютней, что ли. Оно менее огромное такое. Цены за последнее время, конечно, выросли. Если до какого-то 2020 года это было довольно бюджетное бистро, то сейчас уже довольно дороговато. И не сравнится с какой-нибудь шаурмой. Или с тем же фастфудом любым другим. Ну вот, для примерной ориентировки вам приблизительные цены. Сегодня я решил пообедать в знаменитом Лидо. Я взял фруктово-творожный десерт, запеченную рыбу хек с пюре, суп с грибами и сыром, а также салат. Хек мягкий, без костей, очень вкусный. Пюре нежное и не водянистое. Суп отличный, я люблю грибы. Салат свежий, но без эффекта вау. Десерт мне понравился. В Лидо было вкусно, а также тут приятный интерьер. За все я отдал 24 рубля. Пит-стоп будет бюджетнее, чем Лидо. Ну, там вкусно, дешево, достойный уровень, в принципе, за такие цены. Круто Корона сделала. Все, тут больше нечего сказать. Ну, смотрите обзоры предыдущего блогера, как раз, если что, его тикток указан. Сегодня решил перекусить в Пит-стопе. Я взял облепиховый десерт, запеченную куриную котлету с пюре и грибным соусом, салат с древесными грибами, а также суп с плавленным сыром. Котлета просто пушка, очень сочная, с большим количеством сыра. Пюре нежнейшее, соусом залетает отлично. Суп неплох, но для меня чересчур соленый. Салат был один из самых вкусных, которых я ел. Десерт красивый и очень вкусный, с приятной кислинкой. Я люблю Пит-стоп. Вкусное и красивое место. За все я отдал 15 рублей.
В принципе, все, на этом я про еду заканчиваю, про рестораны я не буду говорить, или это на очень долго может растянуться. А про кафешки, их в Минске тоже очень много. Маркс, 1801, Параграф, Зерно. Я скажу в телеграм-канале своего журнала тоже в ближайшее время. Так что еще один стимул подписаться. А мы переходим дальше. Проспект Победителей. Правда, я сомневаюсь, что сейчас или в ближайшее время в Минске будет какое-то место, которое сможет вас зарядить энергией этого города больше, чем Проспект Победителей. Особенно вечерней энергией, ночной энергией. Очень много дорогих машин, очень много элитных ЖК, дорогие рестораны, кафешки. И, в принципе, вся эта стереотипная какая-то столичная жизнь, набережная в Дроздах, ресторан Лебяжий, Олимпик парк тот же, аквапарк Лебяжий недалеко. И, в принципе, что там осталось до Минского моря того же. Если у вас есть возможность заняться какой-то активностью, вечерней активностью в Минске летом, в конце весны, в начале осени, то я вам советую настоятельно взять в аренду велосипед и прокатиться по проспекту Победителей. Конечно, я не за весь проспект Победителей говорю, я говорю за тот участок, который начинается с пересечения с улицей Орловской, с этого моста. Ну реально, просто вау, вечером энергия очень сильно заряжает. Вот даже сейчас не особо как бы лето еще, март, но 21:48, и как бы, ну, довольно атмосферно, можно так сказать. Парк Челюскинцев и парк возле Национальной библиотеки Минск тоже обязательно стоит посетить. Я считаю, что парк возле Национальной библиотеки вообще самый красивый в Минске. Там это Слепянская водная система, как будто бы вдоль речки, и фонтаны. И, в принципе, круто. Замечательно вообще. Рекомендую. Да, на мол еще недалеко можете зайти. Но если говорить про Национальную библиотеку, то да, там тихо, там есть буфет вроде крутой. Но это точно не первостепенное, что стоит посмотреть в Минске. Улица Зыбицкая и музей, который там расположен. Ну, улица Зыбицкая — это самая тусовочная улица Минска. Там много баров, много ресторанов. И там просто кипит ночная жизнь. А музей — это музей денег, Гроши называется. Если честно, мне не нравятся стандартные музеи, где вот прям отдает таким советским шармом. Это немного неприятно. В Минске есть немного музеев, где такого нет. И музей Гроши — это один из тех, где, ну, чувствуется современность, как минимум. Музей Гроши, ну, как пишется на официальном сайте, это современный проект в Минске, который был основан в 2018-м. Основная часть музея посвящена истории денежного обращения на территории Беларуси, начиная с появления первых платежных средств 1500 лет назад и заканчивая современными финансовыми системами. Кроме того, кстати, можно приобрести в музее различные памятные монеты и денежные знаки разных стран мира. Улица Октябрьская тоже одна из очень-очень популярных улиц в Минске. Это вообще была промышленная улица, которая стала знаковой благодаря заводу «Энергия», который был еще в прошлом веке. И сейчас, в последние годы, она только оживилась. Сначала улицу оживили молодые предприниматели, открыв кафе и арт-пространство. Затем на улице прошел фестиваль уличного искусства в улице Бразил, на котором художники из Бразилии разрисовали реально почти все, каждый сантиметр зданий граффити. Сейчас на этой улице постоянно проходят разные мероприятия и гуляния, а граффити, ну, этой улицы вообще стали какой-то достопримечательностью Минска. Тут очень много каких-то ресторанов, кафешек, и, в принципе, в летнее время, в теплое время года очень заряжает энергия улица, и там всегда очень много людей и очень много тусовок. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что хоть какие-то места вам приглянулись, и вы подпишетесь на телеграм-канал моего журнала. Всем удачи, всем пока.